Здравствуйте, всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Леха Хардплей, и у нас сегодня важнейшие новости, на самом деле, новости, потому что ролик я записываю 11 числа, смонтируется он 12, а выложится он 13, так что ты узнаешь, потому что 14 февраля розыгрыш нового коробка запечатанная, короче, новый iPhone 15 Pro Max Natural Adventure графит. Неважно. В общем, что для этого нужно сделать? Просто подписаться на наш канал и что? Правильно. Зайти в наш телеграм-канал Hard Inside и просто нажать кнопочку «Участвовать в розыгрыше». Все! 3 кнопки нажал, в розыгрыше айфона принимаешь участие. Это говорит только об одном. О том, что реально можно победить. Просто на шару, просто никуда ничего не репощи, не делай. Просто подписался и все. Папу Харда поддержал и все. И... А кто знает? А кто 120 с чем-то там тысяч, там много стоит, короче, iPhone, да. Нашел, да. Вот. Так что я могу сказать? Принимайте участие, ребята, выигрывайте. И, возможно, если человек не живет где-нибудь совсем далеко, там за бугром или еще где-то, привезу iPhone сам. Но это не точно. Да, это не точно. Но в Беларусь 10 тысяч отвез человеку. Да, могу. Мы в этот, поехали. Лас-Вегас. Ва-банк. 40,5 миллионов. Да, заодно отвез, пока деньги не закончились. Вот, так что как-то так. Значит, принимайте, выигрывайте, все, мы начинаем. Чем знаменит этот ролик Артема Вульфа? Я его называю Вульф, потому что так хочу, потому что я могу. Значит, чем он знаменит? Тем, что он прошел этот рейд в нашем, то есть в моем родном городе, где я родился, где я вырос и где у меня даже прописка. Да, значит, вот этот вопиющий магазин, который, вот помните, я тогда на стримах говорил, там продавщица сказала, я говорю, уберите, пожалуйста, вот у вас здесь вот тухлячок. Она мне, так, знаете что, идите вы... Я говорю, я вас запомнил, я приду. И вот второй раз мы зашли, мы поехали в Ашан, это на Ленинградском шоссе, ничего там не нашли, не знаю, тоже ездили по отзывам, прообошли весь магазин, за весь огромный Ашан нашли 2 позиции, короче, решили забить и как бы, ничего не делать, потому что, смысла нет. А здесь вопиющий случай, вопиющий. Все, кто будет дефать вот этот вот ролик, это вообще, это ужасно. Потому что сейчас увидите, да, там вот это вот началось. В общем, всем приятного просмотра. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. Контент эмоционально довольно тяжелый, потому что приходится общаться, сейчас увидите с кем, каждый раз, причем практически стабильно. Как-то так. Все, всем приятного просмотра, поехали. Эти пирожные вкусные? Да. В целом, да. В общих чертах. Сейчас я попробую. И чё? Ну, а если невкусно, зачем я домой понесу невкусный товар? Не, пахнут как-то неприятно. Так, 471 рубль. Давайте рассчитаемся и потом будете пробовать. За такой товар нет желания платить. А вы не на рынке. Хочу сразу сказать то, что мое личное мнение, что в первую очередь любой кассир должен быть грамотный. Когда говорит, что товар не нравится, можно ли ознакомиться, можно ли посмотреть, потому что человек продает этот товар. Я понимаю, что все подряд невозможно смотреть, чекать. Я полностью соглашусь с сотрудниками магазинов вообще в целом. Что-то где-то можно пропустить, человеческий фактор. Где-то сотрудников не хватает, где-то еще чего-то. Но когда человек начал исполнять, у них у всех в огромных сетевых магазинах сразу же первым делом идет, что правильно, проверить сам товар. Это и Артем показывал, где-то кидал, то, что у них прямо вот распоряжения вот такие вот. Это у директоров магазина, директора магазина должны оповестить, соответственно, кассиров и все остальное и так далее и тому подобное. Вот, так что вот это вот, а я знаю, а я не знаю, это так не работает. Потому что мы, люди обычные, мы травимся. Это плохо, это нехорошо и некрасиво, да. Молодой человек. Он решил сначала все попробовать, потом расплатиться. Колбаска хоть вкусная? Закусить? Ну, можно. Можно? Нажмите на кнопку.
Нажми на что, нельзя вот кнопку, так пробовать, товар? получишь А что за результат. кнопка? Я, кстати, скоро с гастролями, ребят, поеду по всей нашей необъятной, да, и, возможно, везде вообще посещу все страны. Буду, короче, перепевать все песни, просто которые мне нравятся, просто потому что я так хочу. Да, я еще, правда, не придумал, куда поеду, и не придумал, кто все это дело будет продюсировать и за все это балаган за весь платить. Вот. Так что подписывайтесь обязательно на канал, да, скоро начнется. Что, полиция. Ну ладно, я сейчас... Я, правда, петь тоже не еще умею. похожу по магазину, Ну хорошо? ничего. А не подскажете, у вас есть ножик или ножницы? Просто как я понюхаю-то? Дома понюхай. Зачем же я понесу домой? Принесете чек, сделаем возврат. На тему того, что... Опа! Закрался. То есть... Агентурная работа уже проходит. Гриша, давай иди сюда. Вот, к чему я веду? К тому, что, во-первых, стрессоустойчивость в сфере обслуживания должна быть. Это мое личное мнение. Второе, это переходить на оскорбление и все остальное вообще никто не имеет права изначально. Что-то не так, вызвали сотрудников, все оформили, все, люди уехали, все, конец. Вот, так что как-то так вот. Но, к сожалению, это город Клин. У нас, ну, наверное, как и везде в Подмосковье и в далекой глубиночке, там, если еще туда подальше копнуть, да, опасно, опасно. Зачем? Я в магазине могу сразу понять, нравится мне товар или нет. Зачем возвращаться? Сразу хочу сказать то, что вообще вот мы с Артемом проходим несколько магазинов, там, где реально либо отношения нормальные, либо сразу же говорят: ребят, давайте утилизируем. Никуда этот ролик никогда не попадает, и он все удаляет просто и все, и забивает. А у него таких роликов, я не знаю, 1 миллион лежит. Он мне тогда показывал, там их штука, я не знаю, 20, мне кажется, у него валяется, где, ну, вроде бы как бы есть, ну, просто вот к нему подходят, говорят: ребят, просрок, все. Даже если какой-то кипиш на кассе, просто подходит сразу адекватный какой-то зам там или директор, говорит: ребят, что, просрочка? Да, все, удалять. На моих глазах это уже было просто неоднократное количество раз. И за это просто, ну, я считаю это правильно и грамотно. Когда люди провоцируют, вот говорят то, что Артемыч там провоцирует, спровоцировать нельзя, можно быть провоцируемым. И поэтому напоминаю то, что если человек, вот в моем понимании, подходит без бейджика, просто подошел Гриша к вам. Григорий, понимаешь, подошел, я не знаю, кто это. Я, в принципе, как человек, с ним разговаривать вообще не обязан. Ну, не должен я с ним разговаривать. Ну, почему я должен с кем-то вообще общаться? Поэтому вот здесь такая тонкая ситуация, но наблюдаем, естественно, за вот этим вот человеком. Ради бога, что хотите. Ну, за такой товар желания нет платить. За такой товар желания нет платить. То есть знакомство магазина с тем, что нужно посмотреть, что это за товар, о том, о чем я говорил раньше, нету. Ну, как говорится, ладно, окей. Кстати, извините, еще раз стопану. Всегда вот как вести себя в магазине, выкладывать ролик и так далее, в том числе зависит от количества просрочки. Если мы находим просто колоссальное количество просрока, вот вы дальше увидите, это даже вообще не обсуждается. Но даже в этой ситуации, если сотрудники магазина ведут себя корректно и толково, даже заявление не пишется. Кстати, этот ролик тому подтверждение. Такой вот вам спойлер небольшой. Конечно. Идите в другой магазин. Так я уже понюхал. Мне его бросить и убежать? Я занюхнул. Хотите с товаром по ходу убежать? Нет, зачем? Оставляйте, идите. А, у вас можно, то есть, так попробовать и уходить? Попробуешь и оплатишь. В столице поедешь с мигалкой. Так, внимание. Второй агент. Вообще без палева. Нет, ну а как можно заметить, если плащ-невидимка, как с этого, с Хогвартс Легаси, вот мы с тобой недавно проходили полностью на русском, да. Вот, пожалуйста. Да, никто не видит, никто. Никто вообще абсолютно не видит. Мигалками в полицию? Да не, вряд ли. Ну, вы только что сказали, что можно идти. Оставить товар и идти. Товар идите. Так надо, я не понимаю, вы оплатить или не надо? Не надо, не хотите брать, не берите. Вас никто не заставляет. Ну все, я пока еще повыбираю товар, хорошо? Ищут тревожную кнопку. Кстати, я вот это не видел, я отходил. Нажми, конечно. Вывалилось. Просто выпало. Ну, нормально, нормально. Все хорошо. Не работает. Она вывалилась прям. Ну, ест. Ну и что?
Ну, ест, все, попало на видеокамеру. Ну, напишите заявление, человека найдут. Все. Ну, ест, не ест он, чё бы он там чем бы не занимался, ну и все. Ну, стоит, ну, дурачок. Ну, ест, ну, хорошо. Вызвали наряд, на камеры лицо скинули, все, конец. Как бы, добрый вечер. Зачем вот это все сегодня? Непонятно. Короче, наверх, ты будешь оплачивать, так плати. Не будешь оплачивать, значит, положи товар на место и... не Ты кто? вопрос. Давай, одно из двух. То есть мне можешь сейчас оставить товар, который я понюхал, и уйти? Ради бога, вон, дверь открыта. Ладно, я вас понял. Все. Ты не дырявый, ты колбасой, ты что ты делаешь? Колбаску, да, он купил на соседней кассе, это я видел. Так я попросил ножик или ножницы, дайте. Нагнетает. Я понюхал нормально. Оплати сначала, а потом. Ты что творишь-то? Дома будешь нюхать. Оплати, потом иди куда хочешь и нюхай. То есть вы понимаете, да? Казалось бы, ну, это что, если у тебя из кармана достали? Ну, взяли с магазина колбасу. Ты непонятно кто. У тебя нет ни формы, ни баджа, ни вообще непонятно кто. Ты Хриша. Позвали тебя со склада. Хриша. Ну и что дальше-то? Ничего не понятно. Так вы же сказали, только что можно не платить и идти. Оставь ты товар, иди. Ты что тупой, что ли? Положи товар на место, иди куда хочешь. Ну, вот для меня после такого, в принципе, разговор, он сводится... Люди всегда вот это вот пропускают. Для меня лично, когда на такой диалог он сводится, разговор, там, не о чем разговаривать вообще, в принципе. Потому что, зачем? Ну, там все понятно, все. Ты чё, это... Чё? А? Чё? Забавный. Хочешь, только не ковыряй ничего. Зачем ты кричишь? Спокойно. Хотя никто на него не повышал голос, никто его не оскорблял, никто, в принципе, вообще ничего не делал. Разберите вот в голове ролик просто. Ничего плохого никто не сделал. Он не убегает, он стоит просто на месте. Ну, ест колбасу, ну ладно. Вызвали, все, нажали тревожную кнопку, его задержат. Все, конец. Но нет. Вот, пожалуйста. Выглядывает, смотри. Успокойся. Вдох, выдох. Я вообще спокоен. Да ты уже на оскорбление переходишь, кричишь что-то. Просто тебе уже 5-й раз тебе говорят. Я смотрю, ты до тебя не доходит. Он обдолбанный. Значит, заходит в кадр. Чувак мимо проходит. Говорит, так он же обдолбанный. Я, кстати, не знаю, вот точно или нет, но я его где-то в Химках видел. Я вот смотрел и думаю, он или не он, до сих пор понять не могу. Я не знаю, скорее всего, наверное, ошибаюсь, конечно, но, по-моему, да. Я, по-моему, где-то, когда вот ехал в Москву, смотрю, стоит вдоль Ленинградского шоссе, очень похож. Да. Деревянной какой-то продукцией торгует. Я не обратил внимания, чем, но, наверное, похож, ребят, похож. Ну, торговец, да. Торговец, может быть, не замерзайку продавал, не знаю. Ну, бывает такое, похожие люди. Чем я? Да не ковыряй. Что у тебя с глазами? То есть в нашем городе может пройти моментальная экспертиза. То есть сразу же, что у тебя с глазами, понимаешь? То есть у нас настолько уровень восприятия развит, у нас мгновенно аналитика идет. То есть что сразу с глазами? Ну, я говорю, вот в Химки ехал. Да. Нюхаю товар, выбираю. Тебе кажется, молодой чувак. Ну, может, мой ровесник. Что ты делаешь? А зачем? А почему? Обычная штатная ситуация. Ну, стоит чувак, ест колбасу. Ни на кого не кидается, никого не оскорбляет, никого не толкает, никуда не убегает, ведет себя нормально. Ну, стоит, жрет и жрет. Ну, занял кассу. Ну, быдло. Ну, так вот, объективно. Нет? Как-то не, может, конечно, как-то по-другому. Провоцирует, опять скажет. Чем? Кого? Ну, стоит на кассе чувак. Ну, бывает. Я бы вот зашел в магазин, посмотрел, ну, хорошо. Женщины все целы, дети целы, все целы, никого никто не кидается. Ну, стоит, ну ладно. Ну, приедет полиция, разберется, они этим занимаются. Хочу понюхать, потому что перед оплатой. Я понюхаю, может, потом На оплатить. каком основании ты открыл колбасу? Я напоминаю, колбасу он купил. На каком основании ты открыл колбасу? Тебя спрашивает просто проходящий мимо в пальто человек. На каком основании? Вот скажи мне. Вот что здесь можно? Опа! А он уже здесь. Он уже контролирует через сок. Плачу. Можно быть? Конечно. Да мы уже
Я полностью осуждаю доблестные сотрудники полиции. Я их у нас в Клину, между прочим, называю. Они вот этим словом, паршивым, поганым, которым вот это вот пальто назвало, да, наших прекрасных сотрудников. Нет, как там? МВД. Да, город Клин. Да. По-моему, так сейчас. Там их переименовали 150 раз, так что как так? Не, забыл. Росгвардия, не знаю, сейчас входит в МВД. Я просто перестал наблюдать за этим. Короче, все, вот все, кто приезжали, да, все. Вот эти вот слова, вот это полное осуждение. Посмотри сюда. Не, я платить тебе не буду. Мне такие операторы не нужны. Стоишь спокойно, никого не трогаешь, ешь колбасу в магазине. Ешь колбасу в магазине. Посмотри сюда. К тебе человек в пальто, возможно, на голое тело, подходит и говорит: посмотри мне в камеру. Дай мне колбасу поесть. Что такое? Я их видел таких. Угу. Я не знаю. Может быть, опять ошибаюсь. Возможно, не он. Но я видел. Ходят, типа, знаешь, такие в пальто, все красиво причесанные в этих своих барбер-шопах. Вот. И потом, опа! А там вот такая. Или вот такая. Неважно. Вот так вот, да. У нас был такой в Клину. Перед роддомом ходил, я говорил. Так и не задержали. Твой нет. Твой. Твой нет. Может быть, твой? Вот как бы, вот эта вот фраза, то есть, когда кто-то за морали, за провокации, за общение будет говорить, я прошу вот эту фразу запомнить. То есть, между собой три взрослых мужика, они как бы, им нормально, А можно я его, как говорится, это, да? Да, но Артем провоцирует, ужасно провоцирует, конечно, вообще ужасный человек, быдло конченое вообще, ужасное. Друга жду. Друга жду. А? Нет. Нет. Второго спалили. А ты что здесь стоишь? Тоже колбасу ешь втихомолку? Мне кажется, фотографию твою где-то видела. Группа «Кража». Группа «Корни». И я теряю корни. Я продолжу петь, если ты не поставишь лайк на это видео. Серьезно тебе говорю. Буду петь самые прекрасные песни из моего репертуара. Да. И улетаю в небо. Вот. Я в группе «Кражи» видел. Я ее тоже видел. Иногда окошко, всплывает. Я не знаю, просто может быть тоже похоже. Знаешь, иногда окошко всплывает на всяких сайтах спам. Да, привезут пиво, привезу колбасы. Вот. Вы поняли, да, не знаю. Оно нет. 300 метров от вас. Этот опять фоткает. В пальто. Подруга тоже снимает, меня пока не заметили, потому что агентурная работа в магазине идет полным ходом. Да. Пончики. Ага. То, что я люблю. Опа! Видите? Вот он, профессионализм, отработанный годами. Рядом прям стоит человек. Обратите внимание. Пончики. Многие не обращают на это, но здесь уже он. Артем подошел, а пончики уже зондируются с тортиками. Понимаете? То есть агентурная работа на высшем уровне. За это отдельный лайк. Да, и подписку. Что я люблю. Хотите Спасибо. пончики? Полицейским надо предлагать пончики. Ну что, я пошел-то, подышу свежим воздухом. Колбасу на место. Никто не имеет права задерживать. То же самое, что касаемо всех вот этих вот мама меня провоцирует, он плохой человек. Выходит и выходит. Лицо все снято. Все, совершил кражу, лицо снято. Все, иди. Иди куда хочешь. Приехала полиция, его в этот же день его поймают, если он реально совершил правонарушение. Все. Я не понимаю, зачем лезть, зачем кидаться, зачем оскорблять, что-то там качать, рисковать собой, здоровьем, своим, чужим. Зачем все это вообще? Кому это нужно? Что вы кому докажете? Не знаю, не Вот я ее понимаю. платил. Причем есть одна очень прикольная тема. Вы сейчас ее увидите. Я не понял, для чего это сделано, и что она молчала, и именно что она ждала, но сейчас увидите. Кассы стоят вот так, две. То есть они прям стоят, одна вот так, а вторая вот так.
То есть вот они вот тут в упоре стоят друг к другу практически. И чек можно? Еще пироженки пойду куплю. Колбасу на место положи. Я ее оплатил. Когда ты оплатил? Я ее оплатил Чек уже. покажи. Кому? Мне. Мне? Кому? Ты кто? Ты кто? Я сотрудник магазина. А я адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Где? Ну где хоть что-нибудь? Вышел чел в резиновых тапках, в штанах, в обычных спортивных, в поддергайках, в поло. Я, говорит, покажи мне. Покажи мне. Можешь показать? Нет? Ну тогда ладно. А ты Чек кто здесь? покажи. Что здесь показал? Ты не бейджика, без формы, без всего. Ты кто? Чек покажи, потом. О чем разговаривать? Ну кто? Ну, что это такое? Вверху написано: мы любим наших покупателей. Верный, мы любим наших покупателей. Тайминг четкий. Молодец. Кто? Я сотрудник этого магазина. Можно вот это на превью поставить, нет? Подышать свежим воздухом, я не убегаю. Колбасу Да. на место положи. Колбасу положи! За 169 или сколько она там стоила? 150 там рублей. Колбасу положи! Ты посмотри на него. Колбасу хочет, а? Свою же вынести, которую оплатил. Ты с ума сошел? Мы любим наших покупателей. На место ложи. Я ее уже оплатил. Да что ты? На место ложи. Ёма. Чек Да. показывай. А кому? Чек мне покажи. Быстро. Покажи мне чек. Мне. Я не понимаю одного в этой ситуации. Почему сотрудник, он говорит, я оплачивал. Ни один из них не говорит, где. На какой кассе ты оплачивал? Он, естественно, бы ответил, вот на той. Он, кстати, об этом говорит неоднократно потом. Говорит, вот там. Я оплатил, вон там. И как бы, и все. Пошли на кассу, проверили. Был такой, даже без чека. Там или элементарно проверить. Когда вы там оплатили? По камере посмотрели или там просто спросили? Минут 10 назад. Посмотрели, да, проходила колбаса. Все, до свидания, всего доброго. Есть претензии, нет претензий. Все, конец. И нет ролика, и нет ничего. И все сказали, ну ладно, есть просрок, ну ладно, все, пошли дальше. А ты кто? Я администратор. Я не вижу, что администратор. А я знаешь кто? Форма, бейджик, Да где? что ты мне Да. давай не указывай. Положил колбасу. А как? Опа. Положил колбасу, да растыкался. Положил мою колбасу! Ты посмотри, а! Колбасу положь! Быстро положи колбасу, пока я сейчас не начала. Я ее оплатил. Положил колбасу, скажи. Я еще раз говорю, я ее оплатил. Положил колбасу. Почему я должен платить оплаченный товар? Давай. Что ты меня отбираешь? Я почувствовал, что идет нагнетение. Я всегда, заметьте, когда кто-то что-то нагнетает, я уже рядом. Если что, сразу с гарпуна залетаю, как Голдберг. Головой вперед. Колбасу, успокойся. Что ты? Че ты? А? Че? Опань! Че? Иди сюда! Клин. Ой, мой родной город, как я по тебе скучаю, а? Чек давай. Кому? Мне. А ты кто? Мне. А ты кто? Ты без А ты кто? А ты? Нет, а ты. Бесконечный разговор. без всего. Понял? Я тебе на ты, а ты мне не тыкай. Ты посмотри, а? Понаедут со своих Москвы, со своей. С откуда там? С Краснодара, с Красногорска, не знаю. Приехали тут. Начинают тут. Смотри. Ты Я кто? еще раз тебе Ты говорю. покупатель, который требует у меня чек? Ни у кого вообще ничего нет. Никаких неопознавательных знаков. И все стоят. Семок не хватает только с щетками. Конечно, да. Я Отдай покупателям чек колбасу. не люблю давать. Я тоже не люблю колбасу кому-то отдавать. Так я ее оплатил. Чек предъяви, потом пойдешь. Зачем? Я должен... Не. Я не понимаю. Я не понимаю, кто кого провоцирует-то здесь. Получается, Артема здесь провоцируют на какие-то действия противоправные. Колбаса 150 рублей. Ну проверьте на кассе, по камере посмотрите. А? Что ты мне толкаешь? А я тебе сказала. Чек предъяви. Идите Да спокойно. я его, может, потерял уже. Магазина уже на вас смотрит. Да я его потерял. Ты может. чего? Куда потерял? Может, мне его не дали. Ерундой не занимайтесь, покажите чек. Но я стоял за вами. Я стоял. Колбасу не покупали, я не оплачиваю. А я на другой кассе ее оплатил. На какой На кассе? какой кассе? На вон той. Я подсказываю уже здесь, чтобы вы понимали, актерская игра была направлена на то, чтобы вывести на разговор, на какой-то кассе, может быть, оплачено было. Чтобы все немножко начали, сотрудники магазина, думать, может, где-то что-то оплачено, нет?
Ой, кассе вы не стояли. Он говорит, на той. алкоголь. Вы там и не стояли даже. Да вы-то откуда знаете, вас там не было даже. Я был, я был. Он пришел уже, когда Тёмыч взял другой тухляк, пришел на другую кассу, он говорит, я там был. Я стоял за кассой. Серьезно? Не верил. Ну, вот спросить у кассира. Нет. Вы можете спросить у кассира. Оттуда прям возьми, если боишься, что кто-то убежит, хочешь проявить гражданскую позицию. Скажи, Наташа! Оплата была на той кассе колбасы? Скажет, да. Все. Нет, никто не спрашивает. Уже им все говорят, посмотри ты, пожалуйста, на кассе. Нет, командир, нет. Я Командир. хочу подышать свежим воздухом. Нет, оплати или оставь колбасу, и потом ради бога. Я ее оплатил. Двойная оплата в Верном. Двойная оплата колбасы. 30 по цене 2, 8 по цене 5. 3 пишем, 2 в уме. Наш слоган. Уже. Почему не выпускают, я не понимаю. Чек предъяви. Я не Чек. должен никому предъявлять чек. Ты кто? Предъявите чек. Вот этого я не понял движения. Это что было? А что это такое? Короче, ты понял, что она сделала? Она, короче... Зачем она это делает? Она, типа, толкнула мужика на Тему, чтобы у них кипиш начался. А мы пойдем на север! А мы пойдем на север! Когда мы вернемся, не будет никого! Молодец вообще просто. Вот это да. Давай, говорит, я с вами, я за вас, да. Барабан на шею мужику повесил и убежал. Молодец. Предъявите чек. Потом, пожалуйста, можете Предъявите билет. Такой чек. Кто ты такой в этом магазине, чтобы вы я... оплатили за эту колбасу. Кто ты такой в этом магазине, чтобы я тебе предъявил Сотрудник чек? этого магазина. Я тебе не верю, тебе ни бейджика, ничего нет. Ну и что? Договор трудовой предоставь. Ну и что? Вот все. Ты после этой фразы, ну о чем мне можно говорить? Я тебе поверю. А ты кто такой, чтобы я тебе предоставил? кто такой? Это человек, который со своей колбасой выйти из магазина хочет. Просто покинуть магазин. Все. Я тебе чек предоставлял. Здесь вот стоят два парня, тебе все снимают на камеры, ты со своим диктофоном. Вы еще что-то хотите предъявить, предоставить, ребят? Не. Зачем ты меня... Я не понял, почему они все трутся об него. Один на камеру в плаще снимает, второй трется. Безобразие. Дай свободу передвижения. Я выйти хочу, подышать воздухом. Нет, колбасу на место положи. Да я ее оплатил, я тебе еще раз говорю. Нет, чек предъяви, потом ради бога. Я не понимаю, почему ты не выпускаешь. Ну, И тут начинается когнитивный резонанс. Из глубины магазина говорят, чувак, так ты же оплачивал. Я видел. Пу-пу-пу. Не, подожди, брат. Давай логично, поехали. Давай. Логичным путем. Все! Давайте вот сейчас, я думаю, кто постарше, да, кто мой ровесник, там плюс-минус, я думаю, все понимают по лицу, каким сейчас путем мы пойдем. Наши ребята пришли. Вот они, я знал. Я когда ехал с Тёмой по городу, я говорю, Тём, я тебе гарантирую, что сегодня будут наши. Наши ребята, понимаешь, которые, да, эти. Нет, давайте сейчас все решим нормальным путем. И достает. Ой, молодец. Так, поехали. По лицу сразу вижу, что сейчас будет все нормально. давай. Если ты оплатишь. Напоминаю, он только что говорил. Я видел, как ты оплатил колбасу. Еще раз. Давай, я пытаюсь разобраться. Яви потом ради бога. Я не понимаю, почему ты не Слушайте. выпускаешь. Ну, Ты же оплачивал. То есть изначально он как бы, он говорит, ты же оплачивал колбасу. Я видел. Не, подожди, брат. Давай логично, поехали. Давай. Логичным путем. давай. Если ты оплачивал, Так. у тебя должен... И он говорит через секунду, зайдя в кадр, давай пойдем аналогичным путем, но если ты оплачивал. Это как? Это как работает? Должен быть чек в кармане. Ты всегда берешь чеки, когда оплачиваешь? Да. Вы можете у кассира спросить. Стой, если ты оплачивал карту, Так. либо еще чем, у тебя же должен быть нахуй, ну, Я вам всем говорю, всем троим, и тебе, и тебе, и тебе. Спросите у кассира просто один вопрос. Ты как директор подойди к кассиру, спроси. Всего 2 кассы работало, 2. На одной стоял Артем, он говорит, я оплачивал на другой. Все, у тебя один вариант. Подойди к кассиру, спроси, скажи, он пробивал этот товар, но мозг работает, что сейчас все приедут, сейчас здесь всем... А что с глазами? А что там?
А что, подождите, с глазами? Все нормально. А что такое-то? Нет, вы предвзято относитесь. Все нормально. Отчет о Наличка. твоей покупке. Какой отчет за наличку? Но у них есть электронный чек. Так они могут Тут голос за кадром говорит, там на кассе, я пытаюсь все-таки достучаться, я говорю, там на кассе есть электронные чеки. Я говорю, там можно посмотреть по кассе. Я говорю, там, спросить у кассира, что я покупал. Я же покупал спросите у кассира, что покупал. этот товар. С картины взял и пошел. И все, я купил товар, я хочу выйти. Делаешь, дебил. Че? Да что Нахрена ты из людей делаешь, дебил? Какое-то масло масляное, я не знаю, получается. Сообщение приходит, что он покупал. Ну, да. За наличку покупаешь, приходится. Консилиум целый какой-то. Сообщение? Звонили. А где твой чек? А я за наличку покупал. Найди его в ур... Я нахуй. Найди в урне. Че, не мужик? Мужик? Служил? Найди в урне. В урне иди ищи чек. Тем временем, секунду назад он говорит, да он же оплачивал. Иди найди чек в урне. Иди, давай помогу. На, смотри, как надо. А мне еще в урне надо копаться. Если ты любишь в урне копаться, то я не люблю в урне копаться. Я люблю гулять ходить. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Я бы тебя сейчас научил бы своей жизни. Научи. Я аж хрюкнул. Я думаю, что до воды бы он долетел. Я думаю, что вот до сюда. Прям 100%. Я вот серьезно говорю. Ля, пюсель какой. Я думаю, что он бы точно бы научил. Есть такие люди, я когда в охране работал, молодым был совсем пацаном, есть такие люди, которым это нравится, вы понимаете? Я категорически против, сразу говорю, но которые, они говорят, спасибо тебе большое. Потом вот у меня были ситуации, когда они говорят, спасибо вам, ребят. Мне просто надо было в себя прийти, как они это называют. Здесь тоже я чувствую, что сейчас бы, конечно, я бы, да. Учи. Ну, я выйду, давай. я тебя научу. Что толкать? Выйдешь на улицу, я тебя научу. На улицу выходи, на улицу. Давай, колбасу на Колбасу место. положи. Да я оплатил. Ты ждешь, да? Шаолинь какой-то получается. Я напоминаю, 150 или 160 рублей колбаса стоит. Тут уже все уже. Здесь все задействованы в принципе вообще. Нас. Да, положи. Ты ждешь нас? Опять что-то кидается зачем-то. Ждет. Колбасу. Смотри. Просто стоит, толкает человек. Просто так. Просто вот стоит она его вот так вот. Колбасу положи на место. Ну где? Тут уже голос за кадром не может. Ну где? Покажи им, проведи. Я уж думаю, догадается. Артем не догадался. Предъяви ты. Так у кассира могу спросить. Катя оплатит. Я щас- Бумагу предъяви об оплате колбасы! Бумагу мне предъяви! Расшифровку с квадрокоптера, со спутника! Бумагу мне! У нас битком забитый наш клинский наркологический диспансер. Битком. Народу стоит на учете, мне подписота оттуда рассказывала, просто огромнейшее количество. Это еще зима. Это даже не весна. Весной я сразу официально заявляю, Артем, даже на рейды меня не зови. Я не хочу. Потому что там вообще будет пенная вечеринка. Я с тобой один раз уже, по-моему, ходил весной. Это вообще, это просто кошмар какой-то на улице Вязов. На этой. Да, что ты там пионер. День открытых дверей начинается в Дурке. Вот у этой. Не было там. Пройдите вы вместе. вы Не вместе. было А его. мне зачем проходить? Я выйти хочу. Зачем мне проходить? Нет, Что вы мне толкаете, женщина? Колбасу Выходить ты давай. не сможешь ты выйти отсюда. Вы объясните, почему вы ведете себя как два барана, вы не можете спросить у кассира, что я оплачивал. В открытую говорят, спроси у кассира. Уже все. Вот иди и предъяви мне. Кому Иди и предъяви мне. Спросите у кассира о том, что я оплачивал. Иди и мне предъяви. Любой чепух, который начнет дефать вот этих двух персонажей, вы сумасшедшие. Вам надо в приемный покой всем или куда там, в специализированные заведения. Вас там вылечат, может быть. Но это не точно. Предъяви, иди и предъяви. Мы любим наших покупателей, слоган Верного.
Тебе привет. К ней скажи, Ты дай кто? мне мой Я чек. показал. Зачем мне к ней подходить? К ней, у кого ты Вот ты покупал? подойди. Я не собираюсь. Ты Я что тоже не покупал? собираюсь. Опять толкает. Мужик уже смотрит. С чего она его толкает постоянно? Что ты толкаешь меня, что я выйти хочу? Я оплатил, я тебе еще раз говорю. Колбасу на место. Давай, давай, давай. Колбасу положи. Да Колбасу я ее положи. оплатил, успокойся ты. Хорошо, Ну и все. предъявите чек. А если не брал чек? Ради бога, не брали, то не брали. — 0054, агент. А я знаю этого парня, он уже фигурировал в группе какой-то, группы кражи продаж. Группа кражи уже проходил парень. Неважно, что он с Москвы, неважно, что он вообще человек, который в этом, в стоп-хаме долгое время гонял. Неважно. А одно другому не мешает. Я тоже его, кстати, давно подозревал. Да. Я давно уже, знаешь, за ним посматривал. То есть я давно за ним посматриваю, и тут уже понятно все. Да. Какой именно? А вот это. В черненькой куртке или в зеленой? А в черную. Снова, заметьте, подозрение пало на всех. Кроме... Ты тоже, кажется, там тоже был. А какая группа, где? В какой тоже соцсети? А зачем я тебе должна говорить? Ну, чтобы я знал, где популярный. Ну, я тебе покажу. Тебе полиция. Меня хотя бы кто-то узнает. Да полиция вряд ли покажет. Ну что? Ой, тяжело. Очень тяжело. О боже. Дверь, говорит, закрыта или открыта? Осуждаю и эту вот эту вот с немытой головой. Кто не может зайти? Сотрудники полиции, доблестные мои самые любимые охранники правопорядка. Да. Вот они приехали, вот они. Что с ней происходит? Что ее все трясет? Что она вся дерганая такая? Опа. Полиция приехала. Прошу сразу обратить внимание. Раз и два. Папаха есть? Отличительный знак есть. Кто там мне что говорил? М? Это вот, будьте любезны. Вот этот человек. Смотрите, вот там молодой Добрый день. Представился. Что случилось? Вопросы? Вопросов нет. Хотел с взял колбасой вот эту уйти. колбасу, все пытается ее проковырять. Папаха! Ну, немножко кривовато сидит. Ну ладно, бывает, спешил, торопился. Есть. Отличительный знак? Есть. Вопросы? Вопросов не имеем. Пронюхивать Вон товар. там нам товара сколько Мы ему испортили. объясняем, что в магазине такое не происходит. А Дембеля! Дембеля! Ой, наши ребята. Я вообще всегда, я говорю, это вот эта тема, вот это вот, когда, да, часы пробили. Ай, молодец, смотришь, если меня, молодец. Главное есть. А то мне здесь доказывали, что она вообще не должна быть. Чуть плохо не стало. Молодцы, молодцы, благодарность. Он ее не Потому что начальник, да, как бы все оттуда идет. С рыбы, как говорится, с головы. И у нас в Клину рыба, она нормальная. Все приходят, все хорошо. Не надо мне здесь рассказывать. У нас вот быдло работает в магазине, вот это да. оплачивал. оплатить он его не оплатил. Вот на Товар столе он лежит... испортил нам весь товар. Вот она там, смотрите, Весь сколько товара. расковырял. Вот там расковырял, там разнюхал. Сейчас попытался Внимание! Папаха на месте! Кстати, втроем приехали, если что. выходить на улицу вместе с колбасой, типа, что он его оплатил. Мы ему говорим, предъявите чек, и, пожалуйста, Ходил, выходите я куда видела. хотите. Нет, я не... Внимание! Отличительный знак на месте. Вот руки в карманах. Подвел всех. Ну что такое? Ну ладно, ладно, не будем докапываться. Холодно, может быть. Может быть, просто что-то потерял. Ничего страшного, чего вы начинаете? Никому не буду, вы кто такие? О, что такое, вытащил, и все, тому молодец. Кстати, он вас ждал очень сильно. Вы меня руками пихали, не давали мне выйти с колбаской. Ну, видите? Ну, кто, я? Что? Не было такого. Нифига себе, это что такое? Это заколка новая? Что это такое торчит? Понял. Мы Все ему говорим, понял. предъявите чек, и, пожалуйста, Кстати, удобно, выходите, наверное. куда хотите.
Нет, я никому не буду, вы кто такие, что такое и тому подобное. Кстати, он вас ждал очень сильно. Вы меня руками пихали, не давали А он вас земляным червяком называл. Да. А еще знаете как? Не буду говорить как. мне выйти с колбаской. Ну, видите? Вы объясните, что случилось? Ну, купил колбасу, хотел выйти, подышать свежим воздухом. Он не покупал. Она дальше на вентилятор накидывает этого каловых масс. Сотрудник спрашивает, вы объясните, что случилось? Купил колбасу. Пойдемте в кабинет. Вы заявление будете писать? Да, Пойдемте в кабинет. конечно. На него. Вас можно опросить, что случилось? Почему же нельзя? Можно, конечно. А что, надо оплатить этот товар, скажите? А что, ты хотел бесплатно взять? А какой товар надо оплатить, скажите? Что у вас в руках? Колбасу эту? Да. Второй раз ее надо оплачивать? А вы ни разу не оплатили? Не, за нее платить не буду. Я уже оплатил. Смотри, какая упертая, а. И тут двое стоят, нас на камеру снимают. Все с ним пришли. У девушки... Ну, а в магазине 30 камер. Выключай камеру быстро. Камеру вырубай свои. Так, Пойдемте в кабинет. это вы вот идите сотрудник, Пойдем в кабинет. Хватит его приглашать все. я остался. Вы заявление Для совершения этих. Ага. будете писать? Ну, скорее всего, потом подам, да. Устные, письменные. Устная? Сейчас какие у меня есть претензии? Оплатить надо товар. Смотри, сотрудник работает. Заявление какое будете подавать? Устное, письменное? Я как в другой мир попал, как в Нарнию, я не знаю. Ребят, дай вам Бог, я не знаю, здоровья. Серьезно говорю, вы есть. Я об этом говорю неоднократно, вы есть. Я знаю, что вас не так много, но вы есть, кто служит. Вы имеетесь. Вас очень мало, вы боретесь со всем этим, но вы есть. Я был очень, кстати, приятно удивлен сотрудниками полиции, мужикам, всем, кто служит. Красавчики, реально красавчики. Когда шляпа, тогда шляпа. Тогда заявление пишем, не боимся. А когда реально пацаны приехали, причем быстро, кстати, довольно доехали. Товар. Да. Вы мне скажите, как представитель власти, должен я Ну, оплатить относительно, как все приезжают. этот товар или нет? Ну, я вас Если там по спрашиваю. срокам годности там или что, как? Нет, это я оплатил, я еще раз говорю. Я не знаю, почему меня не пускают, я оплатил. Оплатили. Да вы у кассира можете спросить, я на той кассе оплатил. На как? И здесь начинается момент истины. Спустя 150 часов толканий, оскорблений и всего остального. Он говорит, я оплатил. На какой, говорит, ты кассе оплатил? У вас их 2 открыто. Если одна не твоя, он на твоей не оплачивал. Как ты думаешь, на какой он второй кассе оплатил? Внимание, момент истины. Вот на соседней. Брали? Чек, да не помню, потерялся, может, Меня чек. пробивали. Мы Как чек тяжело, пробили, как туго. Потому что вы много чего набрали и ушли. Ну вот смотрите, если вы говорите, я не оплатил, я сейчас выхожу, получается, я кражу совершил. Полицейские могут меня сейчас спокойно привлекать. Все правильно. Че не задерживаешь? Ну че, дошло? Говорит, я кражу совершил, вот смотрите. Все, вот это вот уже административка. За кражу. Все, я покинул территорию магазина, не оплатив товар. Да, по вашему мнению? Смотрите, полицейские за мной не бегут. Странно, правда? Потому что я оплатил этот товар. И вы можете спросить у своего кассира, вот у женщины, которая сидит на соседней. Внимание! Момент истины, развязка. Кто-нибудь посчитайте к этому моменту, сколько раз он сказал за то, что я оплачивал на другой кассе. Кто-нибудь адекватный, посчитайте, пожалуйста, ребят, напишите по-братски в комментариях, сколько он им раз сказал всем. Внимание. соседней кассе. Таня, Наташа! он у тебя оплачивал? У меня один вопрос ко всей этой ситуации. Понятно, что эти неадекватные, они сейчас, да, это все понятно, эти двое. У меня вопрос к Татьяне. Она же слышала то, что здесь кипиш из-за колбасы, которую оплачивали на ее кассе. Ей что мешало встать и просто сказать, да он оплатил все. Татьяна подставила всех сотрудников. Ну, если там недалекие, которые не могли спросить, там директор или вот кто она там, зам, потом как выяснится. А что Татьяна молчала все это время? Партизанила? Молодец. Да, она кивает, что оплатил, представляете, я вам все это время это говорил. Оплатил, да? Да можно? Да, все, конец. И дальше начинается. Толкали человека просто так, задерживали его передвижение, и там... Вот это как мы любим. Это вот стабильная ситуация. Все улыбаются, всем весело. Зачем? Объясните. Я вам продиктую данные свои. Покажи в телефоне! Покажи в телефоне историю. Покажи мне. Ты можешь показать историю? Не можешь? Все понятно. Так у меня наличка оплаты была. Какая история-то в телефоне? Скажите ваше фамилию, отчество. Уже сказали, родной, что все оплачено.
Ну, сказали уже кассиры подтвердили. Это не важно. Так, подождите секундочку, сейчас заявление, наверное, начнем. Просто я не понимаю, какие ко мне претензии, надо оплатить или нет? Какой-то сумбур. Говорят, тут оплатили на только. Вот это надо оплатить или нет? Не знаю, там и по срокам года. А покажи мне историю браузера. Покажи. Давай, покажи. Что, ты не можешь? Не мужик? Значит, пойдем в урне поковыряемся. Ох. Вы будете это покупать? Вы можете позвать директора или кого-то, она скажет, надо оплатить или нет? И тут внимание. Знаете, вот бывают рейды, которые мы проводим, они очень грустные. Вот Лучик был сначала в виде вот этих вот ребят. Дальше Лучик рыжий пришел. Если вы, я на вы к вам, вы меня слышите, вам кто-нибудь передаст, Господи, спасибо вам. Я не знаю, может быть, вам кто-то показал, что да, там блогеры, и вы так отреагировали. Но реакция, я очень надеюсь, что вы сами просто пришли и услышали всю ситуацию. Я очень на это надеюсь. Если это так, просто дай вам Бог здоровья, крепких нервов и терпения при работе с персоналом и в магазине. Внимательно смотрим. Здравствуйте, а вы кто? Я директор магазина. Вот спор встал, надо оплачивать этот товар или нет? А что с этим товаром не так? Ну, вы директор, я думаю, вам виднее. Все. Нет, Не надо оплачивать все, что Всё. тебе? конечно. Нет. Эклерчики до 11 числа, съемка 17. Этот товар оплачивать нельзя. За этот товар мы, наоборот, вам должны спасибо сказать. Я, правда, если это видео наберет 100 тысяч лайков, я приду и вот в этой книжечке, я серьезно говорю, я очень часто бываю в родном городе, я приеду и напишу ей благодарность. И всех призову к этому, чтобы каждый, кто был в этом магазине, написал ей благодарность. Господи, дай Бог здоровья тебе. Вот просто вот не тебе, вам. Просто она моя ровесница, наверное, может, даже чуть помладше, поэтому все-таки нет, все-таки вам. Вам, потому что, да, большое уважение. Вот, просто вот красивые, согласен. Потому что наша вина пропустили. А не подскажете, а почему меня ваши сотрудники не выпускали из магазина с моим купленным товаром? Цветов подари, могу. О, хорошая идея, кстати. Написали. Давайте так. Ну, сколько? Ну, 100, нет, 200, нет, 300, нет. Сколько? Сколько там? 30, 20. Вот 20 тысяч лайков. Букет с меня. Сторис в телеграм-канал Heart Inside. Все? Ну, объективно, чтобы хоть как-то, хоть это ее работа, но хоть как-то стимулировать таких людей, Господи. Конфеточки и это, да? Конфеточки и цветочки. И я красивый на коне с голым торсом. А? Ладно. Конь лишний, голый торс тоже лишний, но... Все, 20 тысяч лайков, я тогда сразу прям туда. Все, могу. Могу. 25, ладно, все, 25. Да, 20, нормально. Ну что ты, ладно. Я просто очень ей цветы хочу подарить, правда, потому что... Молодец, ну правда. Таких редко встретишь директоров. Вот этот мужчина и женщина, которая тут была, взрослая. Потому что мне было вообще сказано, то, что находится... Здесь, кстати, один чепушила с бидоном пукнул то, что Артем Вольф делится со мной деньгами с рекламы, которую он вставляет куда? В ролики. Понимаешь? Вот этот вот, всякие вот эти вот сервера там вот эти вот и все остальное. Я считаю, что ради справедливости, Артем, я знаю, что ты смотришь реакты, я думаю, что надо как-то начинать делиться. Потому что мои нервные клетки, как говорится, сами себя не восстановят. В Дубайск надо обязательно хоть раз Алешку отправить. Ни разу не был там, да, хоть куда-нибудь. Я не знаю, хоть вон на южный берег Черного моря. Куда-нибудь, а. А то что они говорят просто так? А где я? А где вот это все? Да. И самое главное, понимаешь, самое главное, вот это вот самое обидное, то, что говорят, якобы у нас есть реклама. То есть люди, вот эти вот мамкины разоблачатели такие, раз, мне потом скриншот кидают, а это что в описании? Ссылка, понимаешь, там идет ссылка типа «Наши друзья свин». Вот так вот пишется, да? Свин, а не то, что тебе послышалось. Да. И я такой, знаешь, типа, я говорю, а разве это реклама? Я не могу про друзей сказать. Там, где в телеге. Ну и что?
Что, сложно всем перейти? Там тем более розыгрыш еще идет. Да 2 в 1. Что, сложно перейти по ссылочке? А там заходишь, все везде оранжевое, все везде в оранжевых цветах. О, да. О, да. И вот там вот, короче, начинается. Там вообще. И там можно, кстати, даже вот поинтересоваться все-таки, вот колбасу надо оплачивать или нет. Да, отдельно прям идет графа. Так что переходите, ребят, регайтесь. Спасибо вам огромное. Спасибо за поддержку. Какая-то реклама, не знаю, о чем вообще люди говорят. Не понимаю о чем. В неадекватном состоянии молодой человек, который просто портит качественный товар. То есть мне было сказано... Ну, вот видишь, ей что это доложила? Прибежала эта маленькая, которая дерется, говорит, а там неадекватное состояние. Ввели в заблуждение практически. Уволить. Так. То есть до вас неверно донесли Ну, информацию. получается так, да. Так что приносим наши извинения. Дело оказывается совсем в другом. Вы скажите, вы готовы сейчас добровольно убрать некачественный товар с прилавка? Конечно, вот я при вас вскрываю. Нет, это не весь товар, там еще лежит. Конечно, пойдемте. Если сейчас женщина уберет, у меня заявлений к вам никаких не будет, но они... Все, вот про что и говорилось. Нет смысла усандолить какое-либо заведение. Обращаюсь к неадекватным армянам в Химках. Прошу прощения за к неадекватным арам. Мы решили так их называть, потому что никакое отношение к этой нации они не имеют. Вот ради чего приходит в магазин. Нету смысла усандолить, там что-то там написать, что-то там, чтобы штраф вам был. Нету. Просто адекватное поведение, понимаете? Адекватно нужно реагировать на ситуацию. Что-то, если получилось, вышло так, все. Какие вопросы? Не-не-не, те, кто там себя так вели и били девушку, те, кто себя так вели и там кидались, да, на девушку, они никакого отношения ни к каким нациям не имеют. Да, здесь я оговорился. Там у них есть, да, мы их по-другому прозвали. И вас вызвали по факту, не я вас вызывал. Да. По поводу пончиков, может, сразу подскажете, а когда они дефростированы? Вчера. Где информация? Да, не наклеили. Нет документации, убирайте. Она, Пойдемте. кстати, все знает, как должно быть, заметьте. Она знает то, что да, не наклеили. То есть должна быть информация, наклеечка. Дальше с вами берите корзинку или тележку, все уберем с вами. Нет, все, извините, пожалуйста, мне просто неправильно А смотрите, донесли вы информацию, директор, да. а там кто заявление пишет? Я Женщина. звонила. Вы Там звонили. пишет зам моя. Будут они писать заявление или Нет, нет? Или вы конечно. вместе Все, сразу постой, паровоз, не стучите колеса по тормозам. Молодец. Нет, мы То есть все, претензий ни у кого Просто ничего осталось, нет. чтобы писать заявление. Пойдемте вместе сходим тогда, Да, да, потому что они, конечно. может, мне не пошли. Сейчас, секундочку. Все, мы вас ждем. А сразу бы так можно было. Вот просто сразу бы так. И мужчина это куда-то резко испарился сразу, смотри. Женщина тоже очень хорошая. А да и конфетки тоже будет купить какие-нибудь. Чоколадку Аленка. А что, адекватно себя вела все время. Ну и что? Ну, немножечко вот в заблуждение вели. Ну, ладно, бывает. И женщина это зам. Ничего страшного, стоит, улыбается. Ну, Они все приехали, у них всех главные уборы, всех Потому что они не знали, к кому они едут. Да, причем он пришел, зашел, представился прямо с обхода. И когда они ехали, они не знали, к кому они едут, и они, тем не менее, оделись по Не форме. могли знать. я тоже, знаешь, порой, Тёмыч, когда сижу ночью, думаю, дай-ка баян достану. Не понимаю, почему ко мне постоянно наряды приходят. Душа, понимаешь? Душа хочет, чтобы меха развернулись. Знаешь вот это? А я милого! Как развернул! И сразу все начинают по батареям стучать. Что начинает стучать? Ну, душа просит. Не понимаю. Нет, здесь, конечно, могла быть реклама Вова, да, но Вова нет пока. Женщина, заместитель или кто ваш извинилась передо мной, поскольку она меня хватала руками, не по выпускала из факту. магазина. Хорошо, у меня По к вам факту. большая просьба. Давайте мы сначала посмотрим, что вы нашли, Мгм. чем вы нам можете помочь, а потом я уже ее позову, и она... Причем я считаю это совершенно нормально, адекватно, потому что, ну, он правильно говорит, меня хватали руками, просто чтобы человек на будущее такой не делал. Неважно там, какой он, сколько ему возраста и так далее. Ну, если она кидалась, я считаю, ничего там нет такого, что подойти и сказать, ребят, ну, просто переволновался, там еще что-то. Да все, вопросов нет. Просто не должно такого быть. Большая просьба. У нас тут тоже есть проблема. И вообще я вам расскажу маленькую предысторию всей этой проблемы. В свое время я пришел в этот Заметили, как все удивлены? Смотри, как Артем даже удивлен, откуда человек появился. Из инвиза вышел. магазин. Здесь очень жестко. Вот это вот раз, вот женщина нахамила, и была вторая.
Я указал на то, что там такой был бардак в морозильниках. Было несколько месяцев назад. Сейчас происходит так, то, что прошло время, просрока еще больше, хамят еще больше, толкают, пинают. Это ни к чему хорошему, до добра это не доведет. Вы сами понимаете. Конечно. Вот. Поэтому будьте любезны. Наверное, как-то да, надо вот этой женщине извиниться перед людьми, потому что она с людьми Извинись, пока не поздно. работает, и подумать вообще о том, что нужна ли она здесь. Если она, ну, Вот именно тогда вот она меня сказала, иди, ты знаешь, туда. Мы теперь просто не материмся на канале. Да. Она мне сказала, иди-ка ты на хутор бабочек ловить. Я говорю, как вам не стыдно? Да, я именно так сказал. не умеет с людьми работать, может быть, как-то заменить ее все-таки. Потому что в тот раз меня, извините, послали на 3 буквы еще. Да, В душ. Так, к слову, причем в присутствии женщины. Вот он. Пожалуйста, мне возврат Жан-Клод Ван Пойдем Дам. сначала берем. Как так получилось, что пончики на месяц просрочены по вашей же маркировке? Не могу сказать. На месяц пончики с кремом. На месяц. Пу-пу-пу. 21.10. Срок годности 48 часов. Работяга вот этот угарный за кадром. Тёмыч не вставил, я с ним, когда пончики смотрю. Он говорит, ничего себе, ты, говорит, коробками, говорит, пончики берешь. Я говорю, люблю сладенькое. Поржали с ним, постояли. На месяц. Ну как же мы уходим-то от прекрасных пончиков, на которых тоже нет даты дефростации? Так. Вот такой мужик. Вы не против, да? Нет, конечно, я потом... Я сразу говорю. Разрешите вас Да. списаться? Да, конечно. Я сразу говорю, я не сотрудник магазина, не сотрудник службы безопасности. Заметили все, какие крепкие ребята у нас работают в Клину? В Клицком МВД. Да не где-то там эти, а это тут. Наши ребята. По 3 сразу приезжают. Обычный Жесть. покупатель, который нашел у вас товар. Хорошо? Я вам объясню, зачем я это сказал. Дело в том, что несколько лет назад, когда я только начинал, сотрудники магазина, Когда либо я только сотрудники начинал. службы безопасности магазина «Верный», само собой, я ничего не утверждаю, это только мои предположения и мои фантазии. Так вот, в моих фантазиях они Предположения, активно да. писали на меня заявления в отделы полиции тех районов, в которых я находил просроченный товар в магазинах «Верный». И в своих заявлениях в том числе они указывали, что я Жесть. представился сотрудником службы безопасности. Само собой, такого никогда Я работают, сказал? Служат, извините, пожалуйста. Оговорился. Просто в основном у нас знаете, какой контингент. Извините, пожалуйста. Да. Нет, служат. Эти служат. не было. И в том числе Извините, по этой причине мы оговорился. всегда ведем непрерывную видеофиксацию и аудиофиксацию от входа в магазин до выхода из магазина. Извините. И даже чуть Извините. больше. Ребята, лишили ужина моих рабочих. Так они... Извините, пожалуйста, работяги, до кого пончики не дошли. Реально просроченные. Потом бы все это... да. Ну, вы сами знаете. Потом после крылышек KFC. Вот все с улыбкой. Вот есть же люди, а? Ну, работяга пришел с улыбкой. Ну, извини, мужики, до кого не дошли пончики тогда, прошу прощения, но там на месяц. Там очень опасно было. Некачественные эти пончики. К сожалению, да. Да, Хорошо, вот что мы лишили. товары свежие, да, можно не отравиться взять. Ну, вы сами это знаете, я думаю, все. Но это все в заморозке стоит в заводской упаковке. Представляешь, что ей докладывала это, которая кидалась? Причем, заметьте, она пропала, которая Китана на входе стояла. Заметьте, она пропала. Все, ее нет. Заявление она там пишет, которое уже сказали не писать. И в холодильниках тоже все хорошо. Чекайте. Да? В заводской упаковке? Можно, пожалуйста? Есть одна проблема, да. Смотрите, что это такое? Вот именно с этим холодильником я тогда еще сделал замечание. То есть чисто теоретически этот бы магазин никогда в жизни не привлек внимания. Во-первых, почему я вообще про этот магазин знаю, что, какая-то предыстория, да, была. Он прям напротив моей работы. То есть он напротив моей студии бывшей. То есть, я сюда частенько ходил, но потом, когда послали, я перестал туда ходить, да, я стал в 10-ку ходить. Там хоть не посылают, и то ладно. Вот. И вот именно к этому магазину я тоже к этому холодильнику я им тоже сказал. Я говорю, пожалуйста, разберитесь с морозилкой, потому что там трэш. Там реальный трэш, вы сейчас это увидите. Все комками, все просто какие-то, я не знаю, просто, жесть. Голубцы. Это голубцы? В заводской упаковке. Голубцы. Оладушки домашние. Это что такое?
Мексиканская смесь у нас. Отлично. Вы сами понимаете, что такого быть не должно. Не должно, конечно. Все, что перепутано, убирайте. Я не против, если здесь была маркировка. Только тележек нет. Значит, сейчас все ваше внимание, дорогие дамы и господа, прошу обратить вот сюда. Я сразу хочу сказать, что никто вообще с ними не разговаривал. Вот этот вот чел, он в кадре появился только когда он «давай сейчас я это». Я не просто так вам в начале ролика хотел сказать, что обратите внимание на него. Он уже тогда себя вел так. Внимание. Сейчас вы, кстати, увидите очень редкие кадры. Я назову ролик «Леха Доталова». Пошел Доталова. Это новая тема, да. Так что сразу говорю, ролик будет называться «Пошел Доталова в верном». Или «Верно пошел Доталова». Нормальное название ролика? Нормально. Киборг. Да, жестко. Поехали. Вот с какого это века здесь лежит? Что это вообще такое? Оладушки. Там в таком они виде. Вот камера так не передает, но вы знаете, как они бывают, часто очень лежат. Ну там просто жесть. Они прям, знаешь, они как будто растворяются. Просто, знаешь, уже такие эти. Понимаешь? Оладушки. Причем с ними никто не разговаривал. Просто пара. Никто с ними не разговаривал. Никто с ними, ну вообще не было разговора. Вообще вопросов даже не было. Проверяй остальное, я другое не смотрю. Смотри, тоже оладушки. Нет, смотри, цветная капуста. Цветная капуста. И тут начинается. Тут начинается. Я напоминаю, я не сотрудник магазина. Но неважно, ладно. Все, сразу бы так. Что-то где-то Просто чтобы началась потом. Всех провоцируют. Бедные люди. Ну, снимают, ладно. Бывает. проскочило, да, Свежее. Все. Во-первых, в принципе, я считаю, что это неуважение к покупателю, потому что так неудобно смотреть сроки годности. Ну и в принципе, ребят, для вашего Причем они фиксируют на камеру, никто ничего не говорит. Все хорошо. понимания, у меня не было цели наказать магазин. Просто цель была показать на нарушение. Блины с творогом, все, вопросов нет. Заметьте, я все помогал вытаскивать. Я почему начал вытаскивать? Потому что я понял, что, коробки тяжелые, они все замороженные, как кирпичи. Я говорю, сейчас, девчонка, чтобы сама не вытаскивала, я говорю, давай сами вытащим. Извините, не узнала. Хоть предупредили бы сразу. А причем И вот здесь, оно самое грустное, самое печальное. Извините, а я сразу вас не узнала. То есть в голове вот этот вот совок в самом худшем его проявлении. Когда надо кого-то узнавать. И извините, что не узнали, что вы типа блогеры и популярные люди. Нужно было на самом деле извиниться за то, что неадекватно, повела себя, и за то, что такое количество просрочки, а не за то, что кто-то кого-то не узнал. Она так и не поняла ничего. Вот это грустно. в чем тут узнали или Сабин, уже вообще-то все было сказано. не узнали, и то, что вы меня хватаете руками, я говорю, товар Ребята уже все, перешли, между прочим, уже в телеге, уже все сидят. В Hard Insight уже почти 50 тысяч человек, потому что есть возможность не только, я говорю, iPhone дернуть, новый 15, а еще и с любимым этим стримером увидеться. Кто знает. оплачен. Не оплачено, если я видела, что вы не оплатили. Да кассир сказал только, что оплатили. Нет, я же видела коробку и тележки. Ну, это все хорошее. Смотрите. Скидка 140 рублей. Прошу прощения. Итога к оплате 119 рублей. Там не 150, не 160 даже. Там 119 рублей. Прошу прощения. Как это не оплачено? Подождите. Давайте, смотрите. Ваш адрес, колбаса. Как это не оплачено, если сказал, что я оплатил ее? А это, может, не вы оплачиваете? 881 рубль. Спасибо. Да может, не я оплачивал. Вас это волновать не должно. Вы не должны в любом случае человека трогать руками. Ну, извините, Нет. просто у нас такие воры тут попадаются, они агрессивные. Тут уже Можно понять. Она правильно сейчас говорит. Реально, ребят, вот кто работает в этой сфере, вам сложно работать. Очень много всяких дегенератов. Я не представляю, как вот на кассах люди работают. Дай вам Бог, я говорю, здоровья и терпения самое главное. Вот кассиров, всех остальных, потому что, куча всяких, как мы видели. Пойдем 1 на 1 за гаражами и так далее. Все можно понять. Но надо разбираться немножко. Просто мозг включать, а не эмоции. уже хоть без рук никак не обойдешься. И выносят они у нас хорошо. Сюда я приходил в свое время, и мне здесь отхамили так в присутствии женщины, что мало... Я причем обхамили. Я специально не стал пальцем тыкать на некоторых.
Мне не показалось. Причем я указал на вот эту же проблему. Лех, помоги женщине достать, наверное, чтобы она не конечно. доставала. Я вообще-то помогаю, полролика стою. Ты посмотри, а? Помоги. А ты? Я стою, коробки двигаю. Все-таки уже 37 в этом году. Уже не, да. А если бороду сбрить, там вообще 15, дай бог, кто даст. Сама тяжелая. А то я отвлекся на болтовню. Мы же не против помочь, понимаете, но когда адекватное общение. Ну, к нам такие люди приходят неадекватные, знаете как, и кидаются, и все делают. Какие бы люди не были, вы работаете с покупателем. Тем более, когда вам покупатель говорит, что я оплатил. Я на вас не кидался, ничего, я просто хотел выйти. Так, сейчас я начну. Я сказала, стартуем. И тут могу сказать, я свое мнение, я покупатель. Можешь. Ну, типа, а почему нет? Конечно, можете. Так. Я здесь живу недалеко. Где Уже аргумент. Я там живу с рождения. Дальше. Так. адекватные продавцы, адекватный товар, я как бы... Мы сегодня увидели по количеству некачественного. Ой. Тебе показывают на несколько коробок уже. Я молчу там про пончики, про тортики, еще про что-то. Вы понимаете, что я здесь живу? Тут адекватные продавцы, адекватный товар. Тебе только что показали вообще обратное по всем направлениям. Просроченного товара мы тоже увидели. Смотри, а что это такое черное? Все. Он сказал, она сказала, он сказал. Все спокойно. Ничего не предвещает беды, заметьте. На котлете. Это что такое черное? Это изюм, что ли, какой-то в котлете? И тут вы повернулись ко мне спиной. И? Ну, как бы, вы спросили, вам ответили. Вам еще на тот момент. Просто пакеты меняют. Даже не дали мне слова сказать, отвернулись от меня стороной спиной. Я понимаю. Вот я стою слева, вот здесь тут, где Артем, у холодильника. Я понимаю, что она провоцирует. То есть, ну, это читаемо. То, что она специально наговаривает на камеру, текст, ну, прямая провокация просто идет. Я говорю, хорошо. Со мной поговорить. Я здесь рядом живу. Я не понял, правда, что она тогда сказала, я до сих пор не понял. Кто, что? Со мной давай. Лех, можно секундочку? Можно, пожалуйста? Давайте со мной. Смотрите. Это магазин самообслуживания. Покупатель берет товар самостоятельно. У вас такая модель продажи, чтобы вам больше зарабатывать. Я причем предложил ей пообщаться. Ну, как бы, ну, на такое общение, извините, а зачем мне разговаривать с человеком? Если я вижу то, что, ну, она начинает исполнять, а зачем тогда? Магазину больше зарабатывать. Вы не торгуете за прилавка. Следовательно, информация должна быть. Все, она мне хаманула, я говорю, ту-ту-ту-ту-ту. Я говорю, все, тормозим. Я говорю, извините, я с людьми просто привык общаться, а не с этими. Жрать, а? Не-не-не, это не ко мне. В месте нахождения товара. На коробочке, рядом с коробочкой, лист вкладыш, без разницы. Согласны? За кадром там, слышишь, Вы наваливают. тем более можете это Слышишь, да, за кадром? делать. Всего доброго. Вы тем более можете это делать. Всего доброго. Я говорю, всего доброго, все. Я не хамил, не грубил, я говорю, всего доброго. Все, мне хаманули, я говорю, все, я ручки поднял, говорю, все. Я просто, ну, не любитель, правда, вести диалог с людьми, которые, они не блещут интеллектом. А еще, когда я почувствовал, ну, я когда к ней подошел, я говорю, со мной поговорите. Когда я почувствовал то, что там алкоголем разит, ну, на мой, естественно, взгляд, да, то есть, ну, я чувствую там. И потом вы увидите, что я был прав, как бы, а тогда какие вопросы? Котлеты с изюмом пробовал когда-нибудь? И одной, и второй с ней, правильно? С одной стороны и с другой Вы со мной стороны. диалог даже не ведете. Вы что сейчас меня хотите? Я с молодой человеком. Че? Так. Молодой человек занят, я говорю, я вас слушаю. Мне вы не интересны. Я общаюсь с сотрудником магазина. Вы говорите, здесь хороший магазин. Но вы мне Покупай! А я здесь при чем? Ничего не понимаю. не интересны, понимаете? Я вижу своими глазами. Вы можете знакомым быть, просто каким-то... Мне интересно. Вы мне конкретно не интересны. А почему ему должен быть покупатель интересный? Чего непонятно? Замечательно. Все, Почему? до Вот. свидания. Туда что? Вы туда сюда приехали? А еще через И пошло это. Ну, вот эти вот слова любимые. А чего вы сюда приехали? Ёма. Просрочку, вот люди жалуются, вот нашли, вот показали, вот утилизируем. общаешься, нормально общайся.
Дальше сразу на «ты». Я сразу говорю, я полностью в этом поддерживаю Артема. Говорят, не надо уподобляться до уровня общения. Ребят, мы приняли очень простое решение. Причем не разговаривая даже на эту тему, просто вот, я полностью поддерживаю его здесь. Мы всегда ведем диалог адекватно, культурно. Человек хотел обратиться, хотя человек вообще я его не знаю. Ему сказали, что случилось? Да, слушаем вас. Она начала хамить, грубить, до свидания. Дальше она уже общается через мат. Это для меня человек. Вообще, в принципе, почему я должен, человек, который меня не уважает, почему я должен с ним разговаривать на «вы»? Почему? Вот эта вот тема. Ты там надо старших уважать. Все верно. Полностью поддерживаю. Старших нужно уважать. Или там людей других нужно уважать. Но когда они правильный пример подают, когда они конкретно в разговоре тебе берут и говорят, они нормально, культурно общаются, они не в пьяном виде находятся. Конечно, я должен с ними разговаривать адекватно. А когда один Конор Макгрегор стоит, вторая Синди Кроуфорд или кто она, я не знаю. Для меня это как бы... А почему я должен на «вы»-то общаться с такими? Ты не слышишь сам? Что ты говоришь? Вот свидание. Да что вы туда сюда приехали? Переслушай потом на видео. То есть, начинают материться, начинают агрессивно себя вести. Ладно. Ты тыкаешь мне? Ты хочешь за русский Он мне за русский язык, прикинь, хочет что-то пукнуть. язык поговорить со мной? Попроще разговаривай тогда. Когда к вам обращаться? Попроще, я тебе говорю, разговаривай. С тобой детей, по-моему, не крестили, что так со мной общался. С пивком, заметьте, то есть, тут все нормально. Тут вот пивандепола. То есть, все хорошо. Естественно, как результат агрессивное поведение. Так со мной общался. Балтика троечка. А вечерочком в танке на арте. Да, и все нормально. С пивком, он уже готовый, веселый. Иди пивом, и все, и дальше. И заметьте, я никого не трогал. Мы просто стоим, выковыриваем эти коробки, чтобы люди не ели плохие продукты. Я никто ни слова никому не говорил. Они сами подошли, сами начали что-то агрессивно вести. Что? Кого? Еще раз снимешь, я тебе бутылку сейчас в голову. Пиво нагревается. После этих слов я говорю, чё? А? Кого? Тебя фиксируют на видео еще уже. Значит, голову ставишь. Вы поняли, да, то есть? Вот это вот прямые угрозы уже идут. Причем прямые, он говорит конкретно, чем и что он сделает. Повторять не буду. Кто хочет, там перемотает. Ты угрожаешь? Да. Сотрудник. Да, угрожаешь? До Талова пойдешь? До Талова пойдешь, все. Леха до Талова пошел. У меня пригорело просто жесть как. Я просто пьянь, я терпеть не могу. Я не перевариваю вообще ни в каком виде. Если я хочу выпить алкоголь, я это делаю либо в специальных местах, для этого созданных, и то в меру. Я никому не лезу. Я не веду себя агрессивно. Либо я это делаю дома. И то не до состояния, когда уже, просто уже фляга свистит. Все. Или убежишь? Меня снимать не надо. Ты угрожаешь? Меня снимать. Ты угрожаешь, что бутылку пива разобьешь? Тайминг запомни какой. Все, вызываем наряд сейчас, заберут тебя, дядя. Уехали сотрудники? Я не понял, зачем и ради чего. Я вообще не понял. На ровном месте, просто на ровном. Это еще, я говорю, даже не весна. Ты, главное, не убегай, дождись. Останься, что ты, до Талова? До Талова оставайся. Полиции, магазин «Верный», город Клин, улица Льва Толстого, дом 31А. А что там случилось? Неадекватный пьяный человек угрожает, выражается матом в общественном месте, выражает явно... Это веселиться. Потом не до веселья. Да. Сразу хочу сказать, то, что Артем сделал, как всегда, 25 частей, там уже не до веселья будет, да. Уважение к обществу. Ведет... Кстати, Сабин, я думаю, что если ребята сейчас быстро 20 тысяч лайков наберут, мы, кстати, выложим полную версию на Бусти. Мы тоже там снимали на телефончик, тем более уже Артемыч выложил уже и на Бусти эту часть, и это мы со своих камер просто закинем, тоже там послушайте, там забавно. Да, на Бусти, ссылочка внизу в описании, спасибо, кто копеечкой поддерживает. От души 100 рублей в месяц подписка. Да. Агрессивно. Побыстрее сюда наряд нужен, пока он не убежал. Сюда уже приезжала полиция, но... Что-то все веселятся, что-то все смеются. Она уехала, и вот он вылез. Сейчас пьяное быдло будет общаться в присутствии полиции. Так же будет? Таким же крутым будешь? Уже отвернулся. Когда вы узнаете,
обиделся. Когда вы узнаете, кто вот этот человек и что она будет говорить во второй части, у вас пачка до пола отвиснет. Я, когда услышал, я честно говорю, я растерялся немножко. Я просто, у меня как бы это... Стесняется. Обиделся. Дождешься? Даже не ухожу, прикинь. Просто реально жесткий. Реально. На мужика дождешься? Все, молодец. Так, ребят, тем временем мы отвлеклись немножко. Смотрите, весь товар, который был с нарушением... Ребята, которые приехали забирать, говорят, такой вам небольшой закадровый спойлер, который сон не попадет. Мне говорят, спасибо. Я говорю, что? Он говорит, все хорошо. Говорит, вся работа за нас просто делается. Просто, говорит, молодцы, говорит, что? На ровном месте. А что, говорит, выходные только начались, сейчас, говорит, начнется здесь. Сейчас, говорит, рапортов не хватит потом всех. Я говорю, что, вообще? Они говорят, вообще песня. Маркировки они убрали. Жест. Действительно, вот на этих коробках маркировка от этого товара. Пончики убрали, просрочку, которую мы успели найти, убрали. Да мощь, это сила. Согласен. На реке Сестре могучий город Клин стоит. Хороший. И живут в Сельстольном граде самые хорошие люди. Это еще со времен основания Клина было. Да, просто. Клин звучит, кстати. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Правда. Тем временем. Мне так стыдно за Клин. Мне тоже стыдно. То, что здесь быдло такое живет, ужаснейшее. За что стыдно? Правда? Мне стыдно, что такая пьянь здесь живет в Рване. Не знаю, просто говорю в целом. Никому не обращаюсь. Абсолютно. А кому-то было обращено, что ли? Абсолютно. Это я вообще человек-философ. У меня, знаете, мысли бывают иногда, обгоняют до действия. Просто говорю, что алкаш не одна живет. Я не знаю, вот ходят. А где? Хотела забайтить, ничего у тебя не получится. Не, мать, так не работает. А где? А кто? А кто? А кто? Кто? Непонятно. А где? Разные алкаши что-то бутылками угрожают. Как тут алкоголем пасет? Да нормально. Очень, да. Они хорошие прям были. Не скажу, что там уже совсем пьяные, какие-то неадекватные там. Но нормально там вкинут. Вам потом скажут даже что. Тут прям аура такая, знаешь. Я как человек, который не пьет, прям аура серьезная. Человек, который даже не может поздравствоваться, сказать там здравствуйте. Чего? Возрадоваться? Что? Который даже не может поздравствоваться. Мать, опять не понял. Чего? Я как человек, который не пьет, прям аура серьезная. Человек, который даже не может поздравствоваться. Переводчик есть? Нет? С пьяного на адекватный. Сказать там здравствуйте, отворачиваться спиной, А! поворачивается. Всё, Я не тебе надо. еще раз говорю, мне неинтересно. А почему должны поворачиваться? Почему должны кто-то вообще поворачиваться? Почему должны с вами разговаривать? Кто такие? Я вас не звал, идите это. Да. Тебе. Надо на «вы» общаться после того, что муженек наговорил, и ты. Согласен. Тем более. Все. И я с тобой. Фу, как же тебя воняет изо рта. Блин. Ну, там шмон, да, нормальный. Я не могу, серьезно. Ты прям на меня повернулась ужасно. Там винишко тян. Такой спойлер. А? Нет, тут уже все свежее, просрочку убрали. Девочка такая милая говорит, ой, что это, говорит, здесь просрочка, что ли? Не-не-не, там уже зачищено все. Ну, оно уже, наверное, такое. Причем девочка такая сначала посмотрела, такая, что, просрочка, что ли? Подходящее. Очень Теперь, милая ребят, вы девчонка. можете пока сделать свои ставки в комментариях, убежит подпевас или нет. Все. Я могу свой комментарий оставить, что он бы, маловероятно, что куда-то бы он вообще, в принципе, бы убежал. Вообще от слов совсем. Да. Просто, я думаю, что ничего бы у него не получилось. Хорошо, да вы нам не интересны, я же говорю. Не вы, а ты мне интересная. Девушка, не подскажете еще? Вот смотрите. Так все-таки на «вы» надо называть или на «ты»? Ничего не понимаю. Вот это что такое? Это пряник заварной. Ну, когда чего, да, моя вина не вставила
Может, она есть, я ее не увидел. Нет, нет, это нам Тоже надо убрать. вырезаться. Не вставила вставочку. Привет. Да, нормально. Спасибо. Нет, вы мне больше не нужны, просто снимайте среди Школьники одни смотрят до нас. пожалуйста, сроками годности. Спасибо вам большое. До свидания. Вы вызывали наряд, девушка, мы ждем его тоже. Ждите. Ну, мы ждем. За минуту они не приедут. Ты не зайдешь, тебе там пылесосим такими вокруг, замечательно. С какими пылесосами, кто чё? Покупатели. Что? И к тебе обращаюсь. Ну ладно. Недостоин. Хорошо. У меня джип в Москве. Я и не пытался быть достойным. Слава Богу, Господи! Дай Бог такой честь с таким общаться. Не, твой выбор уже пал на воина. Не-не-не-не-не, не надо тут отбивать. У Настеньки, да. У тебя уже есть свой воин. Под пивастой не надо. Уже общаешься. Табак хороший? Табак хороший, вот этого я реально не понял. Без шуток. Табак хороший. Какой табак? Он не курит вроде. Пусть не вот так стоит, вот так стоит. Шапочка, ты будешь, правильно? Женщины, девушки, дорогие мамы, будущие, не пейте никогда алкоголь, а то будете такими же. Скажи мне, вот алкоголь вредит головному мозгу или нет? Слушай, я научные исследования не изучал, но на практике, что я вижу, очень сильно вредит. Просто я смотрю, мне кажется, развитие приостанавливается. Начинается. Кто-то сказал развитие. Вот это. Мне кажется, деградация проявляется. Да, вот это. Он назад на дерево просится, говорит, нет, я хочу вниз. Он говорит, нет, назад. Мне возврат не сделали. А где твой пакет? Опа! Украли. Леша. Ты картой оплачивал наличкой? Картой. Без товара. Сережа, вас кинули! Понимаешь? Вы попали в просак. Без чека пусть идут делают возврат. Пойдем с тобой. Леша, знаешь, где самый лучший видео? Вот такого всего ты где не встретишь. На Бусти у меня среди подписчиков и на Я, Патреоне. кстати, Да, вот согласен полностью, кто в Бусти подписывается, это святые люди, да, там мы еще фильмы смотрим, да, туда разные эти. Да, так что спасибо всем. подписался. Дорого, но, конечно, контент. Да. Вот, Ссылка ребят. внизу в описании, правильно? Правильно, рекомендую вам тоже. Там правовая база, Самое первое, кстати. Поздал, поспринь. кстати, со всеми статьями и законами, которыми я Так я, пользуюсь. знаешь, как ты видишь, как я... Нет, есть еще, конечно, ссылка в комментариях. Там вообще, там все туда вообще переходят. Уже уровень чувствуется, повышается. Да. Да. Ну так вот. И, а ты не Что это было? Что она сказала? Я ни слова вообще не понял. знаешь, там за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольной вот этой вот... Слушай, я не помню номер статьи. Не пойму, кто-то провоцирует? Кто-то сказал провокация, я не пойму, или что? Два мужчины стоят, обсуждают статьи КоАПа. Не знаю, не понимаю, о чем. Но я знаю, что нецензурная брань в общественном месте, выражение явного неуважения к обществу, это 20.1 мелкое хулиганство, арестная статья, которая подразумевает до 15 суток ареста. Я вот сейчас тебе бутылкой вот это вот. А это уже угроза, это уже можно уголовную статью пришить. Тем более он сам сказал, что я угрожаю. В общем, Лех, если заходишь... А, ты уже подписался. Кстати, сразу хочу сказать, тоже небольшой спойлер. Не стали, так скажем, мужика этого душить в плане того, чтобы там посадили или какое-то уголовное дело на него завели. Не знаю, правильно, неправильно сделали, но что-то как-то жалко стало. Вот. Можно было бы туда дальше пойти, но, короче, все там по стопам, все нормально. Потому что, мне пришла бумажечка, типа то, что там это, я говорю, все, нормально все. Так что как-то так. Потому что, по пьяни сказал, не знаю, приняли вот такое, короче, решение. Да, и... Но позволяет, конечно, много себе, да. Ребят, тогда для вас информация, если хотите больше эксклюзивного контента, видео, которых нет и не будет на YouTube. Надеюсь, проспится, поймет, что как бы это. Определенным причинам, какие-то слишком жесткие, какие-то не формат YouTube и так далее. Ссылочка на Boosty. Кстати, то, что пришла бумажка, возможно, кстати, это даже не на него, а на кого мы писали еще. Кстати, может быть, я и зря говорю.
Надо посмотреть эту бумажечку. Да, там писюлька пришла, надо глянуть. Надо глянуть, потому что, возможно, это того самого. На Patreon в описании. Бусти для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. И на телегу подписывайтесь. Ну ладно, на Лехин канал тоже подпишитесь. Любовь, да, пусть она смотрит на тебя, да, так же, как вот, да. Как они смотрят на тебя. Да уж. Без этого самого, это мы осуждаем, да. Это у нас Леша, хардплей, блогер, стример. Вы тоже на Бусти подпишитесь, потом не будете так материться в магазине. Правую базу мою изучите. Где мой пакет? На какой кассе ты покупал? Вот здесь. Вот на этой. Я предлагаю сейчас Лысый подрезал, 100%. разобраться сначала с алкашами, если они не убегут, и потом сделать возврат. Чего, цыган-то, чего? Ну, 30 почти процентов без подписки смотрят. Ну, я стараюсь. Сейчас еще вы топите за ролики. Ребята, авторские сейчас пойдут. У меня вон уже хромакей, все есть, все. Тут вот мне уже почти доделали. Немножечко совсем осталось. Верхушечку сейчас закроют, и все. Товара. Так случайно получилось, что мы зафиксировали момент покупки тобой товара. Тем временем Леха закупает еще тухлячок. Целую корзиночку прикупил. Прям случайно? Но главное, не убегай, дождись. Верим. Всякому зверю, волку и жо, тебе покажу. Мне кажется, пиво нагревается, и все-таки этот фактор пересилит Но хочу отметить, не ушел. Боже. желание остаться и побыть с нами здесь. Я сама юрист. Не, достойно. И вот он, момент истины. И вот в этом моменте, кто досмотрел ролик до конца, я вам всегда говорю, досматривайте до конца. Вот здесь вот я реально уже растерялся. Достойно. А я сразу понял, что вы юрист. Я, говорит, сама юрист. И я такой... Я говорю, что? Слушайте, согласись У чувствуется? нас есть проблема, то, что... То есть мы То есть вот здесь она реально подумала, что из-за того, что она сказала, что она якобы юрист, а она не юрист, насколько я потом узнал, может быть фейк, не знаю там, но я не знаю, кто к такому юристу пойдет. уже с ты пришли на вы. Не, я То есть, ну, представляешь, уверенность в себе. Уже с тобой на как-то ты мы разговариваю. приобуваемся. Со мной на ты. Со мной на ты. А чё она? Да. Как-то мы уже... Со мной на ты. Рад буду. Согласись чувство с образования. Образование глубокое чувство. Какая-то аристократичность даже просвечивает. Голубые крови. Ну куда нам до нее? Естественно. Я свою Естественно. фамилию озвучу. Мозговая. Мария Петровна. Так. Ну ладно. Я бы еще, на самом деле, номер юридической конторы озвучивал. Вообще у нас люди очень любят разные номера, хотя они и так, да, найдут, там все нормально. Вот, кто захочет, конечно, юридически обратиться, да. Да, молодец, молодец. Это лучшая реклама. И даже вырезать не стану, да, пусть так и останется. Страна должна знать героев в лицо. А почему в состоянии алкогольного находитесь? Опьянения? Пятница. Не, ну тогда извиняюсь, все, базару ноль. Не, ну, это другое. Это в корне меняет дело. Мы-то просто, да, пятница же. Не, ну это все, как бы. Если что, да. А в пакетике там эти снаряды еще лежат. Объяснение. Все. Две гиены. Вопросов больше не имеем. Извините, всё. Пятница. Ребят, если вас сотрудник полиции будет крутить за нахождение в пьяном виде в магазине, вы так ответите: пятница. А я не могу в свой выходной день выпить вина, да? Можешь, но в этом состоянии, если буйно себя ведешь, нежелательно на улице находиться. Тем более лезть в конфликты с кем-то. Плохая примета. Не как юрист говорю. Или я не человек? Нет, а в чем прикол-то, не пойму. Я сама юрист. Мне иногда, кстати, знаешь, в последнее время вот становится жалко сотрудников магазина. Как фамилия Мозговая, да? Надо будет глянуть. Я думаю, что рейтинг будет просто запредельный.
Потому что вот им приходится работать с таким контингентом. И хамят, и грубят. Если юрист говорит, что она может в алкогольном опьянении находиться в общественных местах и кипиш наводить, может, законы, конечно, поменяли, но не знаю. Я вообще не представляю, как они работают. О! Да неужели? Росгвардия. Ребят. 2 машины. Слушай, Две. я респект выражаю Клину. Так быстро полиция у нас в Москве даже не приезжала. Над нами баржи Абадона. Вопросы есть, вопросов нет. И когда вот в этот момент вошли сотрудники Росгвардии, я понял, что не только работяги, которые приезжали, в адеквате, а начальник Росгвардии у нас тоже очень хороший мужик, 100%. Очень толковый. Потому что зашли прям нормальные ребята, да. Прям вот таких вот я люблю. Ну, такие прям, знаешь, прям нормальные ребята, да. Ну, просто сразу с входа все понятно, что хам не пройдет, да. Вот такие ребята, кстати. Вообще отличные. Добрый день. Добрый. Что случилось? Вызывали сотрудников полиции. Они, кстати, еще выше Артема, если что. Хорошо все. И вот данный мужчина выражался нецензурной бранью в помещении магазина. Выражал явное неуважение к обществу. А вот мужчина стоит лысый. Угрожал разбить мне голову. Сказал, что он мне угрожает прямо. Вот этого я не понял. Вот зачем он это ляпнул? Зачем вы снимаете? Я не особо понял. Кстати, я даже этот момент, если честно, я его пропустил. Зачем? Потому что потом, ну, очень они адекватно себя вели, прям ультраадекватно. Чего вы сказали? Гражданин. Давай не снимай, пожалуйста. Ну вот из-за этого я хотел ему разбить голову. Вы телефон почему снимаете? Потому что А где я был в этот момент? Перехвалил! Перехвалил! О, нахвалил, все, переобувочная пошла. Ну, я предупреждаю вас, что это будет, если выложено в сеть. Что, сумасшедший совсем? Ну, здрасте, приехали. Ну, так все хорошо начиналось. Ну, что это такое? Я отошел, что ли, в этот момент? То, соответственно, я имею право. сотрудник Росгвардии. Видите? Куда подать? На кого? Служба вся гласная. Ребята, вы чего? Че, кого, кто боится-то? Кого? Все, вы стесняетесь камер-то. И в магазине их миллион стоит. Ой, все. Все, пора перебываться. Видите службу свою. Ну, взял мне все это, заруинил, а? Я так хорошо нахваливал тут, сидел. Пфу. Давайте вы не указываете, что делать. Давайте я буду вам... Подсматривает, стоит. Ну, здрасте, ну все, я расстроился, все, оффую. Ждем вторую часть, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Спасибо, кто переходит в телеграм-канал. По ссылочке внизу в комментариях. Удачи.